Всем привет, меня зовут Версус, и мы с вами начинаем курс, посвященный такой области знаний в объектно-ориентированном программировании, как шаблоны проектирования. Немного расскажу о себе. У меня более 15 лет разработки в веб-области, разработка веб-сайтов, всевозможных веб-бизнес-приложений, CRM-систем, ERP-систем. Потом разрабатывал на PHP, Java, JavaScript и немножечко о курсе. Теперь, да, то есть курс, посвященный шаблонам проектирования. Те, кто не знает или там впервые слышит, курс в принципе направлен на разработчиков, которые уже имеют какое-то понятие, что такое шаблонное проектирование, но в том числе и на начинающих разработчиков, которые только начинают погружаться в эти знания. Что такое шаблон проектирования? Это чаще всего встречающееся решение, которое использует большинство разработчиков для решения какой-то проблемы при проектировании архитектуры программы. В отличие от готовых функций или библиотек, паттерн или шаблон проектирования нельзя просто взять и скопировать в программу. То есть паттерн, он представляет собой некий конкретный код или не какой-то конкретный код, а какое-то решение или общую концепцию решения той или иной проблемы, который нужно будет внедрить в ваш алгоритм, в вашу программу. Паттерны, что важно заметить, паттерны часто путают с алгоритмами, ведь оба понятия описывают типичные решения каких-то конкретных проблем. Но если алгоритм это просто четкий набор действий, да, который можно скопировать в какой-то программе, то шаблон проектирования это некое высокоуровневое описание решения для реализации конкретной проблемы. Если привести аналогию, то алгоритм это, наверное, какой-то кулинарный рецепт с четкими шагами, а шаблон проектирования это инженерный чертеж, на котором нарисованы решения, но не конкретные шаги для этой реализации. Так из чего состоит, в принципе, шаблон проектирования? Описание паттернов обычно очень формально и чаще всего состоит из конкретных выделенных пунктов. Да, это проблема, которую решает шаблон, мотивация к этому решению, к этой проблеме, то есть способ, который предлагает паттерн, структура классов, вставляющая решение базовых классов, примеры на одном из языков программирования. По большому счету, мой курс будет построен именно из этих пунктов. Следующее, что будем рассматривать, да, это особенности реализации в различных контекстах, ну и связь с другими шаблонами. Такой формат позволит вам наиболее полно погрузиться в конкретный шаблон проектирования и связать или там применить именно к вашей конкретной проблеме. Немного расскажу об истории, наверное, шаблонов проектирования. Кто вообще придумал эти паттерны? Это хороший, но не совсем конкретный вопрос, потому что как паттерны не придумывают, а скорее всего открывают. Это ведь какие-то супер оригинальные решения, а наоборот, наверное, чаще встречающиеся типовые решения одной и той же проблемы. То есть, когда множество разработчиков решают, не связанных разработчиков, да, решают конкретные проблемы, они в большинстве своем приходят к решениям, которые очень похожи. Концепцию шаблонов проектирования впервые описал Кристофер Александр в книге «Язык шаблонов города, здания, строительства». В книге описан язык для проектирования окружающей среды, то есть единицы которого это шаблоны или некоторые паттерны, что ближе к оригинальному термину patterns. Эти вопросы отвечают на архитектурные какие-то области в этой книге. Какой высоты сделать окно, сколько этажей должно быть в здании, какую площадь в микрорайоне отвести под деревья или газоны. Идея показалась очень заманчивой четверке авторов, которые, наверное, наиболее известны в этой области знаний. Это Эриху Гамме, Ричарду Хелму, Ральфу Джонсону, Джону Вальстерсду. И в 1994 году они написали книгу, которая называлась «Приемы объектно-ориентированного программирования» или «Паттерны проектирования», в которой вошло 23 паттерна, решающие различные проблемы объектно-ориентированного дизайна.
С тех пор были найдены десятки других шаблонов проектирования. В принципе, понятие такое, как паттерн или паттерный подход стал довольно-таки популярный в других областях программирования. Поэтому сейчас можно, в принципе, очень много где встретить всевозможные шаблоны в объектно-ориентированном программировании. Зачем вам, как слушателям этого курса, в принципе, шаблоны? Зачем они нужны? Зачем их вообще знать? Вы можете вполне успешно разрабатывать и не зная ни одного паттерна. Более того, вы могли бы еще и не раз реализовать какой-то из паттернов, даже не подозревая об этом. Но особенное владение инструментов, или осознанное, да, владение инструментов, как раз отличает профессионала от любителя. Вы можете забить гвоздь молотком, а можете и дрелью, если сильно постараться. Но профессионал знает, что главная фишка дрели совсем не в этом. Так зачем же знать вам шаблоны проектирования? Ну, первое — это проверенные решения, конечно. Вы тратите меньше всего времени, используя готовые решения для решения каких-то проблем, каких-то задач. Потом стандартизация кода. Вы делаете меньше просчетов при проектировании, используя типичные универсальные решения, так как все скрытые проблемы у них уже найдены. Ну и третье, наверное, это общий программистский словарь, так назвать. Так можно назвать это, наверное, да? То есть вы произносите название шаблонов, и все другие разработчики, кто с вами общаются, понимают, о чем идет речь. Давайте немножко поговорим про критику паттернов. Паттерны были описаны более 20 лет назад, поэтому только ленивый не успел бросить в них камень. Давайте рассмотрим самую популярную критику. Первое, да, это костыли для слабого языка программирования. То есть нужда в шаблонах проектирования появляется тогда, когда люди выбирают для своего языка программирования с недостаточным уровнем абстракции. В этом случае паттерны — это костыль, которые придают этому языку суперспособности. Например, шаблон «стратегия» в современных языках можно реализовать простой анонимной лямбда-функцией. Неэффективные решения паттерны пытаются стандартизировать подходы, которые так уже широко используются. Эта стандартизация кажется некоторым людям догмой, и они реализуют паттерны как в книжке, да, не приспосабливая паттерны к реалиям своих проектов. Ну и часто встречающаяся, наверное, проблема — это неоправданное применение шаблонов проектирования. Если у тебя в руках молоток, то все предметы вокруг начинают напоминать гвозди. Поговорим немного про классификацию паттернов. В принципе, в данной области, точнее, в данной теме, надо правильно сказать, мы с вами будем различать следующие классификации шаблонов проектирования. Ну, наверное, первым делом я хочу отметить, что паттерны отличаются по уровню сложности и реализации охвата проектированной системы. Потому что, проводя аналогии со строительством, вы можете повысить безопасность перекрестка, поставив там светофор, а можете заменить перекресток с целой автомобильной развязкой. Да, ну, то есть масштабы классификации или там сложности паттернов, они довольно-таки широкие и большие. Самые низкоуровневые и простые шаблоны — это идиомы. Они не универсальны, поскольку применимы только в рамках одного языка программирования. Самые универсальные — это архитектурные шаблоны проектирования, которых можно реализовать практически на любом языке. Они нужны для проектирования всей программы, а не отдельных ее элементов. Кроме того, паттерны отличаются предназначением. Мы с вами рассмотрим следующие виды паттернов. Это фундаментальные паттерны. Сейчас на экране вы видите список тем, которые мы с вами рассмотрим в данном курсе. Список тех шаблонов, которые мы подробно рассмотрим каждый и попробуем вместе с вами реализовать. Это, как я сказал, уже фундаментальные паттерны, это порождающие паттерны, это структурные паттерны,
поведенческие. И напоследок мы с вами рассмотрим архитектурные паттерны проектирования. Ну что же, на этом все. До следующего урока.